Однажды зимним утром в Альберте, поистине в разгар самых холодных периодов в истории Канады, Джейк Логан проснулся от необычайного холода, пронзающего его уютную спальню. Когда он вдруг открыл глаза, его тело вздрогнуло, ощущая, как мороз проникает даже через теплое одеяло. Поднявшись с постели, он быстро подошел к окну, где его взгляд остановился на термометре, висящем на крыльце. Он не мог поверить своим глазам, когда увидел минус 45 градусов. Эта пугающая цифра заставила его сердце сжаться от ужаса. В тот момент, когда он вглядывался в обледеневший мир за окном, он осознал всю серьезность погодных условий. Воздух был таким холодным, что каждая травинка и листик покрылись слоем прозрачного льда, придавая окружающей природе нереальный застывший вид, словно время остановилось. Снег, который ранее был мягким и пушистым, теперь превратился в холодные плотные комки, а зимний пейзаж выглядел очень сурово и мрачно. Джейк, коренной канадец, который много лет прожил в этом суровом климате, был привычен к зимним холодам, но даже его крепкая натура дрожала от самой жестокой температуры, с которой он когда-либо сталкивался. Чтобы немного согреться, он налил себе чашку горячего кофе, который окутал его ароматом бодрящего напитка. Включив телевизор, он ожидал услышать прогноз погоды, надеясь на какую-то положительную новость о возможном потеплении. Однако вместо этого ведущий делился тревожными известиями о снежной буре, которая движется по провинции. В то время как Джейк слушал, его внимание привлек гул завывающего ветра снаружи. Стоя у большого окна, он неподвижно наблюдал, как ветер поднимает толстые слои снега, закручивая их в белые столбы, которые вращались, словно танцоры в неведомом балете. Эта сцена была одновременно красивой и пугающей, и в тот момент Джейк почувствовал, как ветер шепчет ему о чем-то важном. Но тут произошло нечто невероятное. В один миг он остолбенел, уронив чашку с кофе на пол, когда его взгляд застрял на гигантской медведице-гризли, прислонившейся к оконной раме. Ее массивный силуэт вырисовывался на фоне снежной буревы, и Джейк был поражен ее невероятным масштабом. Лохматый мех медведицы, казалось, замерз, покрывшись блестящими крупинками льда, которые отражали тусклый свет утреннего солнца. В этот момент Джейк испытал смешанные чувства. С одной стороны, он боялся, ведь медведи всегда вызывали у него однозначное восхищение и страх, но с другой стороны, в глазах медведицы он увидел нечто совершенно иное — печаль и, возможно, страх. Больше всего Джейка поразило то, что медведица не была агрессивной или разрушительной. Напротив, она ритмично постукивала в окно, словно пытаясь передать какое-то послание, прося о помощи. За матовым стеклом, из-за ее замерзшего дыхания, Джейк мельком заметил, как 3 маленьких медвежонка прижались друг к другу, дрожащие на белом снегу. Самый крошечный медвежонок вдруг рухнул на землю, его тело заколебалось в конвульсиях, создавая ощущение, что он вот-вот перестанет дышать. Глядя на это, Джейк почувствовал, как его сердце наполнилось тревогой. Медведица, не теряя ни мгновения, подошла к медвежонку, подняла его за морду, как бы поднося к стеклу, и ее глаза, полные страха и desperation, умоляли Джейка спасти ее ребенка. Снежная буря за окном усиливала уже громкий вой ветра, который громко выл, словно знал, как страдает это животное. Каждое дуновение вызывало глухие хлопки, когда снежинки били в окно, как будто подчеркивая desperation медвежьей семьи. В тот момент Джейк забыл о холоде. Он застыл на месте, его мысли путались, а сердце колотилось так быстро, что казалось, оно вот-вот выскочит из груди. Он никогда не видел, чтобы поведение какого-либо дикого животного было так похоже на призыв о помощи. Медведица снова подняла передние лапы, как будто молилась о спасении, а затем ее серьезные, умные глаза уставились прямо на Джейка. В одно мгновение он понял. Его предстоящее решение изменит судьбу всей медвежьей семьи и, вероятно, его собственную жизнь. Глубоко вдохнув,
Джейк неуверенно подошел к двери, ощущая, как в нем борются страх и желание помочь. Его рука дрожала, когда он слегка приоткрыл дверь, и в этот момент медведица мгновенно подвела слабого медвежонка к порогу, осторожно отступив назад, словно спрашивая разрешения позаботиться о нем. Когда тепло, исходящее от его дома, охватило медвежонка, тот сразу же немного пришел в себя, издав тихий стон. Джейк, взволнованный тем, что происходило, заметил, что медведица указала на двух оставшихся медвежат, а затем вновь умоляюще посмотрела на него. Он вдруг осознал, что они все нуждаются в помощи, и полон решимости впустить их под свою крышу, открыл дверь еще шире, чтобы позволить всем троим медвежатам войти. Как только они перебрались через порог, медведица медленно и осторожно вошла внутрь, предварительно стряхнув лед с шерсти и лап, как будто желая оставить всю бурю с собой на улице. В наступившее спокойствие не стало ни малейших хлопот с ее стороны. Она сосредоточилась на том, чтобы устроить своих медвежат в уютном уголке комнаты, как раз рядом с камином. Взгляд на это нежное и трогательное зрелище наполнил Джейка теплом и благоговением. Он заметил, как медведица, используя свою морду, поправляла одеяло, в которое он пытался завернуть молчаливых медвежат, демонстрируя тем самым недюжинный интеллект и уважение к его гостеприимству. Снаружи все еще шумел ветер, но внутри атмосфера радостно потеплела, наполненная теплым светом и добротой. Убежище, которое Джейк предоставил медведям, казалось, становилось защитой не только для них, но и для него. Когда медвежата начали приходить в себя, Джейк был удивлен, обнаружив, что они крайне послушны, не капризничают, не разрушают мебель. Их податливые движения и время на восстановление в уюте помогло Джейку понять, что связь между ними и человеком может быть прочной и особенно трогательной. Прошло несколько часов, и буря начала утихать. Мягкое сияние вечера проникало в комнату, заполнив ее нежным светом. Медведица, почувствовав улучшение обстановки, осторожно встала и посмотрела на своих медвежат. Она подала им знак следовать за ней. Каждый из них, смиренно предстейт-ленный, медленно начал шагать к двери, словно нервничая о том, чтобы не испортить дом своего благодетеля. Перед тем, как уйти, медведица повернулась к Джейку и положила свою огромную лапу ему на плечо. В ее глазах блестела неописуемая благодарность и мягкий свет. В тот момент между ними возникла неподдельная связь, полный ее красноречивых эмоций. Она явно проявляла свою признательность за спасение и тепло, которое Джейк предложил ее семье. Волшебный момент завершился легким поклоном медведицы, и ее медвежата с удивлением и нежностью обернули свои головки, поворачиваясь к Джейку, как бы прощаясь. Затем вся медвежья семья постепенно превращалась в часть огромного заснеженного леса, оставив в сердце Джейка новую веру в доброту и невероятный интеллект медведей. Подобные моменты требуют глубоких размышлений, и Джейк теперь знал, что даже в самые холодные дни могут появляться теплые и волшебные моменты, когда человечность встречается с дикой природой. Каждый раз, когда он смотрел в лес за своим домом, он теперь видит не только лес, но и истину, в которой есть место любви, пониманию и состраданию. Дорогой друг, спасибо, что нашел время следить за этой трогательной историей. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас. Мы продолжаем делиться историями о доброте и взаимодействии человеческой души с миром дикой природы, которая полна сюрпризов, словно волшебная сказка.